Итак, всех приветствую на канале Твой Конфиг. Сегодня у меня онлайн-вещание. Правда, все это, как обычно, у меня получилось спонтанно. И, в общем-то, хочу поделиться своим опытом использования такого смартфона, как Xiaomi Mi 11 Lite. Да и не просто так опытом использования его, а хочу вам рассказать, какие я на него прошивки ставил, что это дало и вообще как себя ведет эта трубка. У меня подобный стрим уже был, запись была, но там качество картинки было дерьмо, и с прошивками на тот момент не шибко я экспериментировал. В общем-то, что могу рассказать? Трубка на данный момент стоит, сейчас я вам скажу, за версию 128 гигов и оперативной памяти 8 гигабайт, которая у меня начинается от 24 980 и заканчивая 32 тысячами рублей. Но тут все зависит от жадности конкретного продавца, где вы собираетесь его приобретать, этот смартфон. Пробежимся быстренько по его техническим характеристикам, чтобы, освежить память, так скажем, да. В общем, дисплей у него AMOLED, соотношение сторон 20 к 9, 6,5 дюймов, Corning Gorilla Glass 5 стекло, защита. В базе идет на 11 андроиде Snapdragon 732G. Приставочка G означает, что якобы он разогнан по частотам, потому что тактовая его частота 2,3 ГГц. 8-ядерный камень, в общем, якобы игровой. Спецификация памяти, к сожалению, или может быть не к сожалению, но на сайте E-каталог указано как UFS 2.2. По-моему, здесь что-то, по-моему, получше. Хотя 2.2, по-моему, тоже не так уж и плохо. По поводу бенчмарков говорить пока результаты не буду, это я вам даже покажу все. Я его уже тестировал на прошивке Pixel Experience. У него 3 камеры, 3 модуля. Основной объектив на 64 мегапикселя, фокусное расстояние 1,9, 26 миллиметров и дюйм и 1/7. Ультраширокий объектив 8 мегапикселей и макрообъектив 5 мегапиксельный. Такая бесполезная штука, но почему-то все, там, бабочки какие-то фоткают, цветочки. Всякое такое. Съемка Full HD у него есть при 60 кадрах в секунду на основную камеру. И даже он может снимать 4К при 30 кадрах в секунду. Выпущен этот смартфон был в апреле 2021 года. Есть у него вспышка. Основной объектив у него на 16 мегапикселей, я это называю себяшкинская камера, по-дебильному расположена в углу, и когда ты хочешь сделать как-то себяшку, непонятно, как вот куда смотреть, и все время взгляды такие косые, как будто ты куда-то смотришь в сторону. Поддерживает он 4G LTE, Wi-Fi 5, то есть 802.11ac, Bluetooth версии 5.1, NFC, поддержка DLNA, OTG, то есть к нему можно подключить внешний микрофон петличный, допустим, и замечательно что-то снимать, там комментировать, то есть можно даже бложики. Сканер отпечатка пальцев у него находится сбоку, работает вообще без проблем. Стереозвук есть, да. Внизу динамик есть, и здесь через разговорный динамик. Таким образом мы получаем стерео. По уровню громкости, на мой взгляд, это недостаточно. Снимает он, снимает звук, так скажем, такой себе на 3. По поводу игр и звука это я тоже попозже чуть-чуть вам расскажу. Емкость аккумулятора 4250 мАч. По нынешнему времени не так много, но в принципе 732 Snapdragon он достаточно эффективен. И лично мне этого телефона хватает, на день спокойно хватает, остается порядка 30 часов. Поддерживает быстрая зарядка Quick Change 4.0 версия, зарядка в комплекте, которая идет на 33 ватта. Я был очень приятно удивлен скоростью зарядки, то есть
смотришь, мало у тебя там 30%, да, ты его чпук, там отвернулся, пока походил, там чайку попил, пришел, он уже заряжен. Неприятно? Офигеть, как приятно. Для сравнения, у моей жены Realme GT Master Edition, это относительно свежий смартфон, свежее, чем вот этот на 778 Snapdragon, там 65-ваттная зарядка. Это дольше заряжается на приблизительно 10-12 минут. По идее, 65 ватт это в 2 раза больше фактически, да, чем у этого 33 ватта. И как бы все это дело, казалось бы, должно происходить в 2 раза быстрее. Но на деле в 2 раза быстрее, к сожалению, нифига не происходит. Что самое классное в этом телефоне? Помимо всего того, что я только что объяснил, это его вес. Он весит 157 грамм. Это самый легкий смартфон из всех, которые у меня были. А у меня было достаточно много смартфонов. И что самое классное, толщина его без чехла 6,8 миллиметра. Он тоненький и легкий. При его вот габаритах 6,5 дюймов, да? То есть, как бы вариант очень даже годный. Ну, а теперь что хочу рассказать по поводу его прошивок и прочее. Мышка 12 изначально у него стоит в стоке, потом он обновляется до версии 12.5, потом обновляется до версии 12.5.2. Это русская версия, китайские смартфоны с глобальной прошивкой, они обновляются, по-моему, до 12.5.7 я ставил, но она как-то некорректно работала с нашими сотовыми операторами, как по интернету, по Wi-Fi, и, в общем, немножко, на мой взгляд, она как бы не под наш рынок, но громкость в наушниках у него была на глобальной версии громче. То есть там прям, мои Sony расфигачивала так, и вот эти JBL-ки нагружала прям по полной программе, что я не могу сказать о европейской версии, которую я ставил. Это MUIC 12.5.1 у меня была, Европа. Она мне, кстати, тоже не понравилась, потому что почему-то в 2 раза дольше все скачивалось с Play Market. Я не знаю, с чем это связано, может он к каким-то другим серверам подключался. В результате, почему же я все-таки накатил на Pixel Experience, который официально-то и нету. То есть вот если зайти на сайт Pixel Experience, вы там вообще этого смартфона, как Mi 11 Lite 4G, не найдете. Его там просто-напросто нет. То есть официально Pixel Experience его не поддерживает. Но если вы посмотрите в чатик и в описании к этому ролику, я оставляю ссылочки. Первая ссылка это на прошивки и инструкции на сайт ForPDA. Соответственно, перед тем, как его прошивать, вам надо разблокировать загрузчик. Я ждал 2 недели ждал. До этого у меня был Xiaomi Poco F1. Там я вообще не ждал, разблокировался загрузчик сразу же. То есть, видимо, на более старые модели это как-то все происходит несколько иначе. Вот. Вторую ссылочку, которую я уже скинул в чат, это ссылка на последнюю версию прошивки. Это Pixel Experience Courbet. Да, он идет под маркировкой Courbet. 12.1 на 12-м андроиде. Ревизия 2021 11.22 13.35. Это самая последняя версия. Это бета-версия. Я ее накатил вчера, но вчера успел попользоваться и смартфоном, и камерой. В общем, сейчас более подробно вам расскажу, какие фишки тут есть. Помимо 12-го андроида, если кому интересно, вы это все можете загуглить и более подробно про 12-й андроид почитать.
Ну, приблизительно интерфейс выглядит вот так. Как бы, я думаю, что вы видите, да? Ну, это такой интерфейс вы, в принципе, увидите на всех смартфонах. Google Pixel. У меня был Google Pixel 3, он обновился, потому что там можно было подписаться на тот момент, на бета-тестирование, и туда прилетело 12 Android со всеми его плюшками. То есть я протестировал это все дело еще, наверное, в июле месяце. Прям как бы вот как блогеры все расхваливают, насколько это все здорово. Я такого особо с 11 версии не заметил, кроме там изменения интерфейса, там вот эта адаптивная тема. То есть вы там ставите розовые обои, ярлычки у вас тоже становятся розовыми. Это все можно дело отключать. И все же вернемся к Mi 11 Lite на его прошивочке. Вот чтобы вы не подумали, что я тут что-то привираю, я вам вот покажу. Смотрите. Версия Android 12. В самом низу Pixel Experience Kurbit 12.01. То есть та прошивка, на которую я скинул ссылку. Плохого ничего сказать не могу. Пока что я багов никаких не выявил. По Bluetooth наушники подключаются вообще без проблем, даже мои Sony. Вот почему я говорю даже Sony. Потому что JBL у меня подключались всегда к любому смартфону вообще без проблем. Что вот эти BT500, что JBL 110, это затычки такие вокруг шеи беспроводные. Также JBL Bulbs, которые первые, которые, ну, просто в уши тыкаются и все, проводов нет. Они тоже подключались без проблем. Но вот Sony XC3000 постоянно, вот я сталкивался с такой проблемой, что смартфоны Xiaomi их просто тупо не видят. Вот ты Bluetooth включаешь, на наушниках врубил, нету и все. Здесь же с помощью этой прошивки, без всяких танцев с бубном, все это дело подключилось нормально. Никаких разрывов связи не было, причем я оставлял здесь в комнате на столе смартфон, уходил там в зал, даже на кухню ходил, то есть, ну, панельный дом, да, сами понимаете, с армировкой. Проходил через 2 стены, и звук не рвался, я вообще был в шоке, ребят, вот звук реально не рвался, звук хороший, поддерживает AAC, CBS кодеки, и, по-моему, какой-то там еще, но те наушники, которые у меня есть на данный момент, они, к сожалению, IPTX, да, IPTX. IPTX они не поддерживают ни одни, ни вторые, я использую CBS. По разблокировке по лицу ничего сказать не могу, еще не проверял, и, признаться, мне это не особо интересно, меня больше устраивает либо графический ключ, либо сканер отпечатка пальцев, здесь он работает вообще, кстати, без проблем, смотрите. Блин, как бы так. То есть разблокируется очень хорошо у этого телефона. Со сканером отпечатка пальцев вообще проблем не было отродясь. Почему же все-таки, ну, самый главный фактор, по какой причине я его поставил за, ну, эту прошивку установил за место Муика. Муик в целом мне нравится, работает все достаточно неплохо, но глючноватенько, так скажем. В Мувике что было хорошего в камере? Там были вот эти режимы двойной камеры, то есть ты одновременно можешь снимать и с этой камеры, и с той камеры. То есть это как сейчас Honor везде рекламирует своих 50-х смартфонов 50-й линейки, что запечатли лучшие моменты, там реакции друзей и прочее. Потом у мувиковской камеры после обновления 12.5 появился режим блогера. Там очень много всяких эффектов было классных для записи коротких там видосиков. То есть там для подсъема можно это было использовать и прочее. К сожалению, это приложение отдельно нигде не удается найти
и скачать, я бы с удовольствием бы сюда эту камеру бы тоже поставил, потому что для блогинга вещь вообще прям незаменимая. Все это было очень здорово, и мне нравилось, как это было реализовано. Что касается камеры, которая стоит в прошивке Google Experience, здесь стоит изначально Pixel Go или как-то так стоит. Короче, там функционала от слова нет совсем, но есть такой телеграм-канал «Честный блог», и у него есть честный блог-чат. Находите, и там на этот телефон качаете последнюю версию Google камеры. Это версия 8. Сейчас я вам скажу более точно. 8 что-то там. 8.1.101. Вот, МГЦ. Есть ночной режим, естественно, поддержка HDR, HDR+, очень много всякого рода вот этих всяких улучшалок пикселевских. По поводу того, что с помощью этой Google камеры смартфон стал намного лучше снимать, нет. Намного лучше он точно не стал снимать, но, допустим, ночная съемка, да, она подтянулась и стало более качественно, как фото, так и видео. Потом здесь появился режим вот это звездное небо, но с руки это нереально вообще снять. Я сколько раз пробовал, получалась такая хрень. Объясню почему. Потому что он делает большое количество снимков с разным там, с разными настройками, и таймер, как правило, показывает от 2 до 5 минут. То есть надо держать, не шевелился, чтобы телефон, и тогда вы получите хорошее изображение. Естественно, в руках его так продержать неподвижно, естественно, никак не получится. По этой причине надо использовать штатив, и тогда получаются очень классные звездные снимки. Да и вообще ночные снимки очень классные получаются со штатива. Он все это там склеивает и бла-бла-бла. По поводу видео. Стабилизация здесь, на мой взгляд, на Google камере работает поприятней, поплавнее. Ночью видео снимает тоже получше. Что касается настроек Full HD. Вот если вы видите Full HD при 60 и 30 кадрах в секунду. Также можно поставить 4К при 30 кадрах в секунду. Но в настройках камеры вы можете разблокировать и сделать 60 кадров. Что касается 60 и 30 кадров в 4К, но это такое себе удовольствие, потому что это надо снимать либо со стабилизатором с трехосевым, либо со штатива. Только в этом случае вы получите относительно вменяемую картинку. При Full HD, при 30 и при 60 кадрах в секунду картинка очень даже годна, можно идти, снимать. Единственное, что вот не надо делать резких движений. Все делайте как можно медленнее и плавнее, тогда у вас будет нормальная картинка на видеосъемке. Делайте все плавненько и прочее. То есть какие-то вот такие колебания руки, да, тут электронный стабилизатор все это дело стабилизирует, и все это нормально работает. Есть режим замедления. Вот я его сейчас включил, и он повис нахрен. Короче, недопиленная эта версия. Хотя вот режим Да, вот он просто тупо виснет. Я переключаюсь между 1/8. И он тупо виснет. Короче, режим замедления здесь не функционирует. По поводу портретной съемки. Здесь поддержка есть HDR+, автобаланс, ну то есть Google AVB белого. И есть два вида улучшений. То есть можно улучшить, там прыщи какие-то свои подмазать и сделать из вас некрасивого красивого. Вот. Ну и режим ночной съемки. Здесь можно использовать как широкоугольный объектив, так и обычный. Это что касается камер. Если смысл ставить камеру
от Google Pixel, даже если у вас прошивочка стоит не Pixel Experience, а муишка, либо какая-то там еще, да, CD-Droid, например, либо еще что-то. Смысл есть. В некоторых моментах она вытягивает и делает снимки на порядок лучше, чем стоковая камера. Так что если вы много снимаете фото-видео, то в принципе я могу порекомендовать установить. Что же еще стало удобного, вот, кстати, на 12-м андроиде? Я что-то раньше об этом не задумывался, когда был Pixel 3, и не обращал на это внимания. Вы когда сворачиваете, вы можете делать скриншот. И его при этом сразу же отправить там Viber, WhatsApp, Telegram и бла-бла-бла. Что касается тротлинг теста, сейчас я покажу вам. В общем, время было 15 минут. Как вы видите, провалов ниже, чем 80% у него не наблюдается. Он проваливается на 80% и потом себя ведет стабильно. Я на него устанавливал PUBG Mobile и играл на средне-высоких настройках графики. Никаких лагов не было, в принципе, никаких подергиваний, просадок. Игра себя показывала очень хорошо. Как бы назвать этот смартфон и этот Snapdragon 732 игровым нет, нельзя. Но если вы не требовательны и вам важен конечный результат в играх, а именно там набивание фрагов, либо еще что-то, чтобы меньше лагов было, тротлинга и прочей фигни, ставите на средние настройки графики, и замечательно этот смартфон тащит все последние игрушки, включая Genshin Impact. Конечно, он может и на на высоких настройках графики все это дело тянуть, но там вы уже получаете очень мало кадров в секунду, и, ну, удовольствие от игры будет такое себе. Что касается Antutu, я ставил и все время, когда делаю обзоры там на смартфон, делюсь своим мнением, всегда ставлю последнюю версию Antutu. В данном случае у меня установлена Antutu версия 9.2.4, и всяческими прогонами прошел, он набрал 367 тысяч баллов, что больше на 10 тысяч баллов, чем этот же тест он прошел на MUI 12.5, ну и бла-бла-бла, там какая-то версия. Ну, все-таки голый Android, ничего лишнего нет, плюс в 12-м андроиде они оптимизировали, работу приложений в фоновых режимах, то есть то, что на данный момент не используется, они все это дело, ну, короче, операционка это все вырубает нафиг. И вот по просадке за время тестирования батарея потеряла 3%, и телефон нагрелся на 2,8 градуса, то есть температура максимальная составила 36 градусов. Чтобы вам было видно, да? Ну, никакой брехни нет. Все работает замечательно. Прошился он тоже без каких-то косяков. ТВРП лучше брать по ссылочке, которая на сайте ForPDA, да? Который, опять же, я прикреплю, потому что с официального сайта ТВРП, если скачать версию 3.6, в списке вы там не можете выбрать по какой-то причине Mi 11 Lite 4G. 5G есть, 4G нет. Поэтому ТВРП используем версию 3.3. И все замечательно шьется, и вообще все прошивки на этом ТВРП 3.3 я все шил, и вообще никаких проблем не обнаруживал. Always on Display, так называемый, здесь работает 10 секунд, 90 кадров, ну, точнее 90 FPS или как-то, ну, короче, экран, да? Он тоже работает. Все в этом плане хорошо. При этом тут фишка у 12-го андроида, знаете, в чем самая приятность заключается? В том, что
оповещения там о входящих, допустим, смс-ках, сообщениях и прочее, они приходят именно тогда, когда тебе надо. Я не знаю, как они это так и реализовали и это сделали, но вот реально оно не выпадает как спам, оно тебе не мешает, оно приходит почему-то именно тогда, когда тебе нужно. То есть ты глянул, хопа, о, пришло то, что надо. Как вот они умудрились так угадывать, я, признаться, даже не знаю, как у них так получилось. По всякого рода приложениям, так как все-таки бета-версия, казалось бы, глюки должны быть какие-то, да, и прочее. Вот смотрите, WhatsApp, Telegram, Контакт, Instagram, музыка, YouTube, Тротлинг, Antutu, плюс приложение для банка Тинькофф. Все это Яндекс, для Твича программа. Все это работает без проблем, никаких вылетов я лично не заметил. Со звонками Вибро проблем никаких нет. Единственное, что я не проверил, это NFC, и я не проверю, потому что мне тогда в этом телефоне придется заблокировать загрузчик. А заблокировать загрузчик я не могу на прошивке Pixel Experience. Его можно заблокировать только на Xiaomi-шной прошивке, на Муике там 12.5 или там более ранние версии, не суть. Вот. Пока ты загрузчик не заблокируешь, система банковская считает, что трубка получается уязвимой и не будет тебе позволять пользоваться NFC. Вот такой вот есть косяк, да. К сожалению, здесь ничего пока, по крайней мере, не поделать. Вполне возможно, что вот это комьюнити Pixel Experience, которая адаптирует гугловскую прошивку на большое количество смартфонов, там и Samsung, и Motorola, и, по-моему, даже на Lenovo там на какую-то есть. В общем, у них там много всего. Они пока почему-то не делают все это дело официально. Не знаю почему, потому что, в принципе, труба очень даже неплохая по фото-видео возможностям. Также по звуку. Я слушаю исключительно по Bluetooth в большинстве случаев, и меня здесь звук в наушниках полноценно устраивает. При том, что в Pixel Experience в этой прошивке есть как усилитель. Да, кстати, на заднем фоне вот тот шерстяной комок, да, веслоухий полнодворняжка Латося. Ну или латыш. Ну, не суть. В общем-то, что я могу сказать? Есть ли смысл перепрошиваться или нет? Кстати, да, вот живые обои при разблокировке глобус крутится. Смотрите. Блин, вот так. Уть. Живые обои и, кстати, не особо он много жрет. Специально знала, что сегодня вот будет стрим, что касается этого смартфона и прошивки Pixel Experience. Зарядил его на ночь на 100%. Сегодня утром проснулся в 7 утра, смотрю, как была сотка, так и осталась. Потому что в 12-м андроиде и в этой прошивке реализована вот эта тема выгрузки из памяти всего лишнего. И если ты телефоном не пользуешься, он фактически у тебя ничего не жирает. То есть за ночь, ну, может, тут, конечно, балансир показывает немножко брехню. Ну, я думаю, что где-то 1%. Потому что проводил эксперимент еще с Realme GT Master Edition. Тоже был заряжен на 100% и оставлен на ночь. Что на одном, что на втором телефоне было 100%. Поэтому, ну, как бы, наверное, можно верить. В скором времени обязательно я также устрою стрим, сниму по поводу Realme GT Master Edition. Скажу, почему это самый имбовый телефон за 24-27 тысяч рублей, что его есть смысл брать. И причем даже приоритетнее, чем Xiaomi. Xiaomi в последнее время уже, в принципе, перестает быть топом за свои деньги, потому что они планочку начинают задирать, потому что популярность в России они уже получили достаточно нехилую. И Realme, это, как кто-то из вас знает, кто-то не знает, это концерн BBK, Oppo, Realme и OnePlus, это
Все это принадлежит концерну BBK, и такой же у них еще есть саб-бренд у Oppo, как IQ, который на рынке России не представлен. В общем-то, Realme-шки скоро всех завоюют, потому что они уже начинают предлагать такие вещи, которые Xiaomi уже за эти деньги предложить не может. Подзажрались Xiaomi. Так же, как Samsung. Про Samsung, если вам интересно будет, могу снять отдельный ролик, поделиться своим мнением, почему я их не люблю. Не только из-за того, что они стоят дороже, а, ну, в общем-то, если будет интересно, пишите в комменты, поделюсь и по поводу Samsung. Почему я так считаю, смогу обосновать. Если есть у вас какие-либо вопросы, пишите в чат, либо в комментарии к этой трансляции. Запись, конечно же, сохранится на YouTube, удалять никто ее не будет. Потому что я считаю, что информация полезная, потому что в русскоязычном YouTube, сколько я искал, я не нашел ни одного человека, кто бы поделился мнением о Pixel Experience именно на этом смартфоне, именно на Mi 11 Lite. Вот как бы я с вами поделился. В общем, на данный момент глюков я никаких не обнаружил. Если я что-то обнаружу, я обязательно напишу в комментарии к этому ролику и скажу, что обнаружил. В целом, как работает система, на мой взгляд, она работает лучше, чем мои. И есть смысл, на мой взгляд, личный перепрошить, если вы готовы пожертвовать фишками камер, которые в мойке. Других пока каких-то особенностей и проблем нет. Аккумуляторная батарея работает нормально, ничего не разряжается, разряда никакого нет, по звуку проблем нет, по фото-видео возможностям проблем нет, работа Always on Display, вибра, с этим никаких проблем нет. Я даже сказал бы, что ее можно перевести из бета уже в полноценную, потому что она протестирована. Естественно, если выйдет более свеженький билд, я перепрошусь на более свеженький, потому что ребята, бета-тестеры, которые непосредственно тестируют программное обеспечение, они, конечно же, что-нибудь найдут. Если вот ставить себе цель найти баги в этой прошивке, то, конечно, вы их найдете. Никуда без этого. А тут только вот уже время эксплуатации. В любом случае, я думаю, что через месяцок я вам еще дополню, наверное, обзорчик, как вот непосредственно эта прошивка показывает себя на этом железе. И, кстати, да, этот телефон у меня уже задержался на 3 месяца. Он мне достался, по-моему, 20 августа, если я не ошибаюсь. И не поверите, трубки был всего 2 недели. Я его выменял на... Хотел сказать на DJI Osmo Pocket. Нет. Xiaomi Fimi Palm 1. Это камера с трехосевым стабилизатором. Вот, который мне в свою очередь достал за 12 тысяч рублей, и я поменял на вот этот телефон, которым был на тот момент всего 2 недели. Полная комплектация с чеками, со всей фигней. Почему, спросите, так? Почему же так дешево человек его махнул? А потому что, как он мне рассказал, купил он его на официальном сайте Xiaomi, и он его... уронил на 2-й день, бахнул дисплей. Отнес в авторизированный сервисный центр, где с него взяли 9000 рублей за замену дисплея. Дисплей поставили оригинальный AMOLED. Кстати, не ведитесь, на Алике очень много подделок дисплеев. То есть дисплей на него стоит 4500. Это будет AMOLED-овский оригинальный дисплей. Подделка всякого рода IPS, TFT-шные дисплеи с хреновым качеством, да, китайцы тоже делают, от 1500 до 2500 рублей, но там у вас не будет работать 90 кадров. И, естественно, там картинка будет, такое себе. Плюс вы еще за работу отдадите по замене, тоже там пару тысячонок, и не факт, что вам это все сделают нормально. Потому что что-то сервисов с кривыми руками очень много. В общем-то, все, что хотел, все
рассказал. Будут какие-то вопросы, пишите в сообщения, а также в сообщения. Если что-то забыл, это уж тавтология какая-то, да? В общем-то, всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии. У меня еще много роликов, есть обзоры, например, на вот этот топовый Poco X3. Да, по камерам он хорошо снимает. Ну, я думаю, что один слайд не хуже. Но выглядит он как кусок дерьма. И стерео там посредственно. Ну да ладно, это вы меня обхаять можете в ролике по Poco X3. Всем спасибо и всем пока.